Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Не знаю как вам, но мне уже хочется дальше копошиться с этим аппаратом. Хочется запустить гидравлику, посмотреть что и как. Но перед этим нам нужно, естественно, разобраться со сцепой, с насосами, со шлангами. Ужас, нам нужно установить дополнительный гидробак, потому что явно не просто так хозяин нам отдал дополнительный гидробак, потому что явно ему не хватает объема масла. Вот, поэтому установим сразу гидробак и будем потихоньку оживлять гидравлику. Так что серия, я думаю, будет очень интересная. Вы присаживайтесь поудобнее, ну а мы начинаем заниматься нашим пердунком. Для начала попробуем его запустить. -2 сегодня где-то, ну вот морозики еще перед этим были. Посмотрим, как он вообще живой-не живой после простоя. Запустится с быстрым стартом или без. Сейчас проверим. Газ. Почти. Дымность у шассика порядка 200 грет по шкале Тумберг. Но радует, что он запустился, так что мы можем сейчас смотреть сцепление. И еще, я думаю, нам нужно поиграться с моментом впрыска. Люк сцепления в этом тракторе вот здесь находится. На 12 видимо. Ага. Т-16, сцепление двухдисковое, отдельный диск на ВОМ. Интересная конструкция. Но я из детства не помню, как это выглядит. Водичка. Масла нету, уже хорошо. Так выглядит здесь сцепление внутри. Пока что я криминала не вижу. Как бы. Сейчас глянем дальше. Опа! Смотрите. Видно вам? Контрагайка откручена на одной из лапок. Их здесь 3, я так понимаю. Вот это первый косячок, кстати, который может быть. Но не совсем мне удобно одному. Даже выжать педаль-то я не могу. Вот наш, кстати, насос аксиально-поршневой. Очень крутой какой-то, говорят. А это сцепление? Нет, это тормоза. Тормоза у нас вообще упавшие. Вот что-то с ними. А сцепление у нас вот это, значит. Кажется, малый выжим. Непонятно, что происходит. Но сейчас будем разбираться. Прокрутил монтажкой двигатель и видите, что наблюдаю. Открутилась вот эта вот лапка. И она, естественно, не выжимала, не участвовала в выжиме. Диск перекашивается. Вот вам и результат. Сейчас глянем еще третью. Ну, сейчас эту законтрагаю для начала. И потом прокрутим. У меня нету с собой рожковых, только головки. Вспомнил, как в детстве, вот в Т-25 лючок находится сбоку. И мы почему-то прикручивали корзину к маховику снаружи, через лючок. Не знаю почему. Но всегда на веревочку привязывали ключ, чтобы не уронить его вовнутрь в картер маховика. Потому что это заканчивалась катастрофой. Если туда упал ключ, то нужно обратно раскатывать было трактор. Вот, как сейчас помню, на веревочку привязывали, на такую шпагат тогда был у всех самый в ходу. Законтрагайл, проверил третью лапку, там все хорошо. Ничего не мешает нам попробовать испытать наше сцепление.
Еще одна система сделана, сцепление работает четко, как вы сами могли видеть. Но у нас же нету рулевого, рулевое здесь тоже дозатор. Поэтому нужно пробовать запускать гидравлическую систему. Здесь ВОМ тоже работает от сцепления, я, кстати, вот не проверил, блин. Самое главное, что сцепа работает, и мы дальше можем продолжать заниматься нашим трактором, а именно восстанавливать гидравлику. А вас, друзья, я хотел бы поблагодарить за поддержку. Огромное всем спасибо, что поддерживаете на Бусти. Без вас, без вашей помощи, без ваших комментариев, без вашей поддержки ничего этого бы не было. Поэтому всем огромная благодарность от души. Вот, ну и если у вас есть желание поддержать наши вот эти все движухи, то переходите по ссылкам в описании. По подписке на Бусти вы будете получать коротенькие видосы о том, что мы чудим практически онлайн. Вот, так что продолжаем ремонт. Хорошая новость. Для начала я решил все-таки сделать рулевое управление. Вот этот заводской гидробак, его оставить на рулевое управление. А для всей этой конструкции мы установим дополнительный гидробак. Наверное, это будет правильно разделить эту систему, потому что, во-первых, здесь не совсем я понимаю, как доливать масло, потому что заливной нету. Вот это сапун, я так понимаю, но это обратка через фильтр, тут понятно. А вот как долить, типа нужно откручивать эти лючки или вот этот вот откручивать. Пока я не разобрался. Ну, сейчас буду потихоньку разбираться. Первое, что я сделаю, это отключу вот этот насос от нашего гидробака. Он запитывается вот этим шлангом. Вот из гидробака плывет на насос, а выход идет на распределитель. А с распределителя обратка возвращается вот сюда, через фильтр. Вот, поэтому обратку и подачу мы убираем. А второй насос, вот там можете видеть. Вот этот вот насос. А этот насос у нас останется на рулевое управление. Он постоянно в зацеплении, я так понимаю. И у нас будет рулевое. Обратка от рулевого вот здесь. Подача. Как работает гидравлический насос. Есть подача, есть обратка. Все. В случае с рулевым дозатором есть маркировка на рулевом дозаторе. Вот Т это танк. Вот П это, видимо, скорее всего... Это подача с насоса. Вот, давление по скале. А это уже два выхода на рулевой цилиндр. Вот, то есть подача, обратка и два выхода на рулевой цилиндр. Ну и все. Ничего тут сложного нету. Откручиваем вот эту гайку и отсоединяем, глушим подачу на большой насос. Мне кажется, этого недостаточно гидробака, чтобы нормально работал такой огромный насос. Масло вроде бы не должно поплыть оттуда. Открутилось хорошо, это хороший знак. Хоть бы не поплыло масло. Совсем легко крутится уже. Ай-ка забилась там. Это катастрофа была, парни. Пока нормуль. О, четко. Бляха. С другой стороны поплыла с насоса. Сейчас нужно сделать нам сюда вот заглушку. Выход заглушил с помощью вот такого кусочка шланга. Ну и сейчас откручу вот этот лючок и посмотрим, есть ли там доступ, чтобы долить маслица. Блин, что-то разваливается все. Кстати, бак внутри в идеале. Почему здесь нету заливной горловины? Странно. А это что? Это заливная, наверное, в мост. И в коробку, да. Заливаем масло. Блин. Опасно, пацаны. Не. Я, конечно, специалист по сливу и заливу жидкостей, но, блин, с двадцатки не рискну. Лучше я потеряю 5 минуток, но не разолью масло. Перелил в канистрочку. Только канистра, блин, все равно большая. Масло нынче не дешевое. Разливать его, поэтому... Интересно, сколько он литров? Он здесь не так и мало литров, этот бак. Все. Блин, почти полный.
Ладно, в принципе, он немного заполнится система, как раз будет нормально. Все готово к тому, чтобы мы попробовали испытать наше рулевое. Запускаем мотор. Работает одним пальцем. Видали, просто дозатор сила. У нас, видите, есть там вот болтанка. Пальцы. Возьми шлангу, достанете. Где-то закусили. Ага. И нам надо, давай вот сразу ее тут вот кидаем, да и все как. Кидаем. Так. Я приподниму и задвину. Давай еще чуть-чуть. И надо ее сюда чуть-чуть тянуть. Еще. Следующее, чем мы займемся, это установим гидробак. Для этого переедем ближе к сварке, и таким образом у нас будет первые метры на нашем тракторке, пердунке, и еще как там вы в комментариях его называете. Как прикольно на нем ездить. Вообще так четенько все. Даже с буксом там что-то стартует. В общем, техника обещает быть очень интересной. Привариваем гидробак и будем запускать основную гидравлическую систему нашего Кракена. Друзья, вы все знаете, что цены на автомобили постоянно скачут. Тем более в преддверии новогодних праздников. Некоторые дилеры снижают цену, а некоторые наоборот повышают. В этом случае при покупке автомобиля вам поможет сэкономить и выбрать подходящее предложение бесплатный сайт autospot.ru. Потому что на этом сайте есть практически все марки автомобилей. Вы обязательно найдете что-то на свой вкус. На Автоспот собраны все предложения от официальных дилеров. А самое главное, что вы можете посмотреть, какая скидка вас ждет при покупке в кредит, трейд-ин или за наличные. Вы наверняка слышали, что автомобильный рынок стоит на месте, поэтому дилеры постоянно изменяют цены и делают большие скидки. Не забывайте сравнивать цены в разных городах, ведь скидка в соседнем городе может быть на 100 тысяч больше. А чтобы скидки всегда были под рукой, скачивайте бесплатное мобильное приложение Автоспот, в котором вы точно так же можете выбирать себе новый автомобиль, сравнивать цены и скидки, записываться на техническое обслуживание вашего автомобиля, кстати, тоже со скидкой. Максимально удобно, в 2 клика и всегда под рукой. Мобильное приложение обязательно рекомендую скачать. Ну а ссылку на Автоспот я оставил в описании, проходите и пользуйтесь. А я буду продолжать дальше копошиться с нашим тракторком. Так, ну давай пробуем. Попробуем сначала, да. Что думаешь? Давай чуть-чуть сюда, на краешек. Сейчас сделаем второй упор, будет красиво. Смотрится вообще как оригинальный бачок. Ну, не совсем как оригинальный, ну нормально. Да, опять? Осталось покраще, если будет оригинально.
Кронштейн я сварил, все усилил. Вот у нас на 3 опорах будет, я думаю, надежно. Следующее, что нам нужно сделать, это подсоединить обратку. Вот она возвращается из распределителя. И подсоединить подачу на насос. Вот сюда что-то сделать, шланг какой-то. Сейчас будем мудрить. Все. Кронштейн готов. Также подготовил фильтр к установке шланга обратки. Пришлось вот удлинять здесь. Подбираю штуцера. Их, возможно, здесь еще понадобится немало, но уже прогресс идет. Работаем дальше. Бак установил, обратку соединил. Теперь нам осталось соорудить здесь вот конструкцию подачи. Соорудил вот такой заборник для масла. И хотел узнать у специалистов, у профессионалов, которые связаны с гидравликой, что вот это за шланг. Он соединяет вход в гидронасос с каким-то вот здесь вторым выходом. То ли это развоздушивание какое-то насоса. Но буду рад, если напишите в комментариях, для чего вот этот вот дополнительный шланг на подачу. Моя задача как раз таки этот шланг одеть. Я принес хомутики и подрезать вот этот шланг и тоже его одеть. И будем заливать масло. Финальный этап. Чуть засадил я этот шланг, блин. Сейчас будем заливать масло и единственное, надо там перепроверить все рычаги. Перепроверить, там не зажаты шланги у нас. Тоже зажать. Потому что давление масла это серьезная штука. Вот здесь у нас все отжато. Сейчас зажмем. Сначала зажмем подачу и обратку. А потом будем дальше. Секция за секцией. Зажимать, смотреть. Но я не знаю, как здесь их зажимать. Здесь же ключ будет, наверное, не подлазить. Но сейчас посмотрим. Попытался я здесь разбираться в шлангах, но невозможно открутить один, не открутив остальные. То есть нужно по порядку идти, зажимать, тогда только есть успех. Это раз. Во-вторых, шланги все прикручены, просто вот прикручены. Все перепутано. На одной секции идет на стрелу, на лапу. В общем, просто так вот, видимо, хозяин прикрутил их, чтобы они просто были. Вот, поэтому мне нужно сейчас разобраться, где у нас вход, где выход. Подсоединил одну, я не знаю, в каком из шлангов будет давление. Я вообще в гидравлике, по сути, так, не особо шарю. Вот, сложного здесь ничего нету. Есть забор на насосе и выход с насоса, который, этот выход идет на распределитель. Он создает давление, перепускной клапан, давление уходит в обратку. Вот, когда здесь определенное давление, потом, если оно превышается, клапан срабатывает и через обратку идет. В остальных секциях, вот в этих, постоянно есть давление. Вы нажали рычажок, подали масло. Вопрос, куда мы подаем, непонятно. Либо вот это мне же нужно, чтобы лапа чик и вниз опускалась, например. Поэтому сейчас вот подсоединил одну секцию. Надеюсь, они не перепускают. Сейчас запущу мотор и попытаюсь хотя бы пошевелить вот эту лапу. Залил масло. Порядка, наверное, 25 литров этот бак. Может быть, чуть больше. Но я залил сейчас. Где-то вот столько есть. Сейчас, может, еще чуть-чуть долью. Но пока что не буду спешить, потому что вдруг его начнет выгонять. Лучше потом добавим. Потоп. Зажата обратка. Бляха-муха. Лапа задергалась, но, видите, тоже не зажата. Нижний зажат, надо зажать. Нравится разбираться с гидравликой, интересно. Да, если здесь что-то ремонтировать, это дорого. Потому что все шланги, все стоит денег. Ну вот, сейчас глянем.
работает. Уже немножко стемнело, я спешу вам показать, что я успел подсоединить. А именно, уже вот столько секций я подсоединил. Ну, разбираюсь потихоньку, где подача, где обратка, вверх-вниз. Сейчас вот подсоединил лебедку и решил запустить мотор, чтобы было, например, вниз нажимаешь, это намотка, а вперед, типа, вот, это размотка. Поэтому сейчас запущу мотор, еще тут поэкспериментирую, посмотрю, правильно ли подсоединил я джойстики, вот это все. Вот, но перед этим нужно на стреле тоже зажать все эти шланги, потому что все отжато там. Ну и потихоньку двигаюсь, еще вот осталось 2, 4, 6, 8 шлангов. Ну что, народ, вчера весь вечер я там соединял шланги, это безумие было, но я справился потихоньку, аккуратненько, с фонариком лазил взад-вперед. Сегодня наша задача испытать эту конструкцию. Но у нас возникла маленькая проблема, приехал Юра с рейса. И сейчас нам мешает, поэтому выгоним Вольву, накачаем воздух. И еще чуть не забыл. Огромное спасибо парням из компании Аккумулик.бай, которые в очередной раз нас выручили с аккумуляторами. Они постоянно нас выручают. Если вдруг вас интересует какой-то аккумулятор, то заходите. Есть огромнейший выбор от маленьких до больших, и в том числе, вот как в нашем случае, 225 АКБшки на нашу вольвешника, потому что Юра с Вибастой замерзает, и аккумуляторы, естественно, садятся. Сейчас вынимаем аккумуляторы, потому что их нужно поменять, и выгоняем Вольву. Огромное спасибо этой компании, ребята среагировали очень быстро. В течение 1,5 часа мне были доставлены новые аккумуляторы. Да, прямо на место погрузки. На карбоночку. А тут? Стяни сюда его, да и все. Такие, сразу чувствуется, что 225, потому что они гораздо тяжелее. Нам надо такой в трактор поставить, он сразу будет заводить. На нем можно ездить, будет электромобиль. Да, будет электротрактор. Накачиваем воздух, выгоняем Вольву и поедем испытывать нашего Копатыча. Нету, короче, у нас ремня, блин. Хотел ремень одеть, генератора нету, так мы его и не купили. Как всегда. Дима говорит, что нужно временное решение. Вот мы сейчас сделаем временное решение. Это камера Урал 4320. Блин. Профиль А вырезаем или Б? Какой, Дима, с завода у Т-25? С завода А. Все, значит, режу А. Но на временное пойдет и Б. Ну, судя по моему профессионализму, здесь АБ будет у нас профиль. Такое себе. Поскольку испытания будут у нас, возможно, долгими, придется нам поставить все-таки кожух. Все, будет работать. Это еще такую проволоку попробуй найди. Столистую. Наверное, все-таки здесь без болгарки нам не обойтись. Сейчас распакуем всю нашу стрелу, то есть нам нужно запустить мотор, убрать палки, ремни, и только после этого мы сможем выезжать. Дима, сейчас буду пробовать поднимать стрелу. Этой мощнючей гидравлики сейчас попорвем все ремни, блядь. Как эту корчевую? А, сейчас опущу лопату.
сейчас, после того, как мы все сняли, мы можем полноценно проверять нашу гидравлику. Потому что везде воздух, это однозначно. Но сейчас сделаем. А это осиновый кол, чтобы вампиров убивать. Отлично. Все, мы готовы к выезду и первым испытаниям. Сейчас наша задача все-таки установить генератор, потому что поедем испытывать чуть подальше. И я в закромах нашел комбайновский генератор от комбайна Нива. Ну просто закинем ради того, чтобы ремень у нас был. Что сделано? Видишь? О, блин. Эта фигня застряла, видишь, туда. Ну, в принципе, здесь можно сейчас молоточком выбить. Все хорошо, крюк не оторвался. Штука крутая. Первая примерка. Так. Что нам еще надо? Правильно? Да? Зажимаем его. Я вот смотрю, он вполне такой красавец. Нафиг нам покупать другой. И потом от него же можно сварку подсоединять. Этот генератор явно мощный. Этот генератор, кстати, нам привез и подарил подписчик. Огромное спасибо. Вот он в какой-то момент и пригодился. Ну это, блин, уже и пакистанцы, походу, отдыхают, Дима. С таким тюнингом. Вот лень же сходить, да, за отверткой? Надо мучиться.
еще первый недостаток этой конструкции, что наш грейферный ковш не поворотный. Потому что я хотел вот эту крошку собрать возле забора, но не могу, потому что у нас вот так не поворачивается ковш, к сожалению. Но поедем попробуем, как он может ли, способен ли он копать чуть-чуть дальше туда. А здесь сейчас проедем немножко, подровняем. Проблема. Но я понял одно из этого всего, что техника у нас в хозяйстве просто незаменимая. Лопата. Можно чистить снег, можно равнять территорию, можно копать. Но надо дорабатывать. Да. Но судя по сломанной петле, это уже не первый раз. Бляха, надо типа вперед проехать, наверное. Надо. Пойдет, пойдет. Поехали дальше. Дима, проблема. Зазоры ушли. Зазоры ушли, не то слово. Нам нужен ломик, походу. Ладно, будем дорабатывать. Поехали кататься. Первые испытания показали, что не хочет он особо ехать. Это раз. Во-вторых, блокировка работает. Вот что самое главное. И даже вот здесь она не хотела выключаться, он все время по прямой и прет. Но у нас передняя часть очень тяжелая, поэтому оффроуд такое себе. Но либо ему надо какие-то колеса большие спереди, чтобы он не проваливался. А вот если убрать это все, и на таких колесах, я думаю, Т-16 способен делать вещи. Но так в целом нужно сейчас разобраться с передачами. Я так до сих пор и не понял, где здесь какие. Ну, посмотрим в интернете. Здесь их очень много вроде бы. Вот. И поедем, надо попробовать все-таки что-то на нем покопать.
нормально, смотри. Вот так можно чик-чик-чик. В общем, он способен копать. Да, тяжеловато ему, но большая проблема, что я не вижу ковша. Понимаешь? То есть лопата мешает, я ничего не вижу. Ну что, мне кажется, вообще неплохой результат, Дим. По-моему, он вообще даже может и грунт копать. Главное здесь, я сейчас вот нашел косячок один. Нужно сделать на разные переключатели углубление и зажим ковша. Потому что я не могу одновременно углублять и закрывать челюсти. А нужно сделать, чтобы я мог и закрывать, и углублять. И тогда он будет вообще глубоко брать. А так у меня на разных линиях на джойстике. В общем, такой маленький нюансик. Ну, это уже с опытом придет. В общем, мне нравится эта тачка. Мне нравится. Мы можем, да, копать на нем неудобно, копать на нем медленно, но расход топлива, сколько он там? Ну, может, уже грамм 300, наверное, сожрал. Вот пойдем глянем, полная канистра была. А мы здесь уже на нем полчаса веселимся. Ну, что он здесь сожрал? Ну, литр. Да какой литр? Даже литр не сожрал. Так что, огромный его плюс — это маленький расход, и можно день колупаться с ним. Да, если заняться нечем, то можно. Себе для нужд местных идеальная тачка. Просто идеальная. Мне очень нравится. И где-то снежок почистить, и если надо что-то подправить. А еще, если поставить стрелу, это будет полноценный кран. Ну, что я хочу сказать? Это успех. Во-первых, то, что он у нас ожил. Это очень важно. Я переживал тоже за эту всю гидравлику. Но, тем не менее, он работает. Но, по-моему, хорошее завершение сегодняшней серии. Друзья, огромное спасибо, что вы были с нами. В следующих сериях мы продолжим заниматься этим трактором. Следующее, что нам нужно сделать, это разобраться наконец-таки с электрикой, разобраться здесь с мелочевкой всякой, которая осталась. Ну и надо попробовать все-таки, как он поведет себя на бездорожье. Потому что такая техника обычно эксплуатируется где-то в сельской местности, и проходимость тоже важна. Все, вам огромное всем спасибо за поддержку. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропускать следующие серии. Вам я желаю только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого наилучшего. Всем пока и крепчайшего здоровья.